Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Трофей на море». Ну что сказать, глухозимье, февраль, конец февраля. И именно вот так вот на южном побережье, как вы видите сзади на заднем плане, и выглядит в Одессе, и на побережье Черного моря вот так вот выглядит наше глухозимье. То есть твердой воды не наблюдается. У нас два варианта. Либо мы приезжаем на канал, на реку, и там тонкая корочка льда, мы не можем ни выйти, ни бросить, либо нам иногда везет. Мы, кстати, в этом году сняли программу со льда, так везет не каждый год. Либо у нас открытая вода. Учитывая, что сейчас, с середины февраля, на море запрет на камбалу глосса, а зимний бычок еще, ну скажем так, он не то что не подошел, он очень вяленький, сидит по норам, отказывается клевать. Я, поверьте, выхожу в течение недели там несколько раз на побережье, пробую и вечером, и днем, и по норам, но, в общем, пока море дает полнейшую тишину. И для того, чтобы не засиживаться, потому что я это истерически не люблю, и рыбаки, и братья меня поддержат, я решил все-таки снять одну программу по открытой воде, по каналам. Я хочу половить февральского хищника, то есть это будет окунь или щучка. Пусть это будет не крупная, но вы же сами понимаете, любая поклевка – это адреналин, это круто, это классно, это лучше, чем диван. Поэтому смотрите, мы что-нибудь сегодня поймаем. Какие приманки я буду использовать, скорее всего, что будет силикон. Но как это все будет происходить, смотрите дальше. Погнали! Для сегодняшней рыбалки я буду использовать удилище длиной 2,4, береговой такой спиннинг с тестом до 12 грамм. Это позволит мне работать и тяжелыми весами, если надо будет чуть подальше бросить. Потому что глубина здесь в этом канале разная. И в некоторых местах, в некоторых кармашках она достигает до 2,5 метров. Поэтому, возможно, я буду использовать и 4-граммовые головочки, либо ушастые грузики, либо что-то полегче. Но в любом случае тест этого удилища, этого спиннинга мне позволит варьировать, играться с весами. Катушечку буду использовать вот в таком вот размере. По классификации Daiwa, если мне память не изменяет, это 3000. Ну и шнурок, если по классификации PE, четверка, ну 0,4, 0,6. Я уже, честно говоря, не помню, но не толстый. На самом деле не толстый, потому что с толстым шнуром запас прочности он здесь как бы не нужен, потому что рыба здесь не такая уж и большая. Предостаточно хватит этого диаметра, тем более, что на катушке всегда есть что? Фрикцион. Вот так это будет выглядеть. Сейчас продену через кольца, привяжу флюрокарбон, покажу это чуть позже. Но единственный момент, что не везде по этому каналу такой пологий берег, поэтому я буду флюрокарбон ставить толстый, даже, наверное, до 0,4 миллиметра. Потому что, во-первых, здесь есть щучка, она любит срезать силикон, а во-вторых, я не беру с собой подсак, а если за тонкий шнур поднимать рыбу, всегда обрыв, а это печально, это опять перевязываться, это затратная часть, расходники, в общем, это время лишнее, никому это не надо. Поэтому, когда я вяжу толстый флюрокарбон, я могу подвести рыбу, взять за флюр и поднять ее, если берег какой-то крутой. Если так, можно просто вывести ее без всяких опасений, то, что она сойдет. Вот такой вот толстый флюрокарбон, длины не более там 30-35 сантиметров. Его предостаточно будет для того, чтобы поднять рыбу с воды, но и, возможно, не сразу его щучка перережет, если атакует приманку. Сейчас я его морковочкой привяжу к шнуру и начну ловить. Дорогие друзья, вот то место, где мы с вами повстречались, где с вами поздоровались сегодня, оно не работает. Еще буквально прошел метров 150-200 по каналу, увидел хорошую заводь, первый же заброс и вот такой полосатик красивый. Работает 4 грамма груз ушастик и 3-дюймовая силиконовая приманка
Ну, торговую марку говорить не буду, она всем известна. Спиннингисты, те, которые в теме, они знают, что это такое. Вот. Ну и офсетный крючочек. На всякий случай я его поставил, вдруг будет зацепы, потому что после зимы все-таки здесь какое-то время стоял лед. Может быть, какие-то, в кавычках, добрые рыбаки поставляли срач на дне. Поэтому я сначала поставил незацепляечку, и моментально вот такая вот поклевочка. Третья проводка по счету, и теперь уже посетил шнурочек. Опять же силикон, опять же 4 грамма, опять же цвет, он правильно называется шартрес. Вот, мы сейчас эту малышку обязательно отпустим, не будем ее мучить. Пусть она растет большой и рожает много деток. Плыви! Пузатый, как силиконку сбил, очень жадно атаковал. Прям удар такой, сначала подумал, что это щука, но оказалось, что это такой пузатый красивый окунь. Песня. Все это, учитывая, что рассвет, но погода пасмурная, возможно, целый день так и будет продолжаться с окунем, но щучка уже одна была. Хочется, конечно, поймать такую красивую мамку где-то, ну, мамку, относительно наших мест, это мамка считается уже больше килограмм, это уже мамка. А вот эти шнурочки, так что поиграться, подпускать, тоже классная веселуха. Очень рекомендую. Опять маленькая, опять не зачет, но все-таки интересует ее приманка. Она активная достаточно. Смотрю, на ней пиявочек нет, она передвигается. Такая малюсенькая, уже похоже, что пузатенькая. А нет, все-таки есть одна пиявка. Значит, я ей попал под самый нос, и она атаковала. Плыви, Манюня. Плыви, Манюнька, расти. И бабушку позови с дедушкой. Я даже, честно говоря, не ожидал, что так активно начнется сегодня рыбалка. Буквально несколько забросов, и уже в активе 4 рыбы, 2 окуня, 2 щуки. Это мне очень нравится. И я вам очень рекомендую, даже если на море сейчас межсезонье и запрет там на камбалу, еще куда-то, и, в общем, нет возможности порыбачить на море, тех, кто любит рыбалку и живут на побережье, выезжайте на вот подобные такие каналы, обводные какие-то там, ну, где можно ловить. На речке сейчас как бы делать особо нечего, потому что глухозимье, февраль. А вот когда лед сходит, корка льда в нашем случае сходит, то почему бы не поехать и не погонять зубастую с окунечком. Я остался сейчас без приманки, потому что мою приманку окуня со щуками разбили вдрызг. Она уже на крючке не держится, я ее просто выкинул, учитывая, что это съедобный силикон. Он, честно говоря, по сравнению с резиной, старой доброй резиной, которую мы использовали еще в далекие года, он нежноватый такой, он быстро приходит в негодность, поэтому сейчас, учитывая, что приманка пришла в негодность, я поменяю какой-то, может, поиграю с другим цветом каким-то, не знаю. Сейчас подберу. Очередная поклевка, очередной шнурочек. Красотуля. Ну что, поменял я место. Недалеко, правда, но спиннинг — это все-таки ходовая рыбалка. С одной точки там сняли 4-5 рыб и окуня, и щуку. Теперь можно бросать следующий участок. Так до конца канала и дойду. Если, конечно, там
никакие дебри мне не помешают, потому что со спиннингом вы видели, как пробираться. Это надо либо постоянно его складывать, либо очень аккуратно идти, потому что за зиму, за осень это все заросло. Здесь прекрасно местные жители с близлежащих поселков по весне ловят и тарань, и карася. Поэтому здесь, видите, везде прогалины уже готовы. То есть они не зарастают камышом, не успевают зарастать камышом. Здесь местные сидят, прекрасно ловят на поплавок. Что мы и сделаем весной перед запретом. Снимем обязательно еще одну программу. Может быть, по плотве, а может быть, по карасю. Потому что здесь так интересно происходит. В одном канале, буквально на 1 километре, на одном канале заходит тарань, а на другом канале вообще тарани нет, там один карась. Явление такое, я не первый год замечаю. Да что ж такое? Наверное, маленький окунечек долбит, и ему 3 дюйма приманка великовата. Но я не хочу, принципиально не хочу уменьшаться по размеру приманки, потому что не хочу таскать мелочь. Пусть я поймаю сегодня 10 окуней, но 10 окуней красивых. А если даже будет эта мелкая щучка, ну, так и будет. На протяжении всей проводки дэнс, 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 дэнс. Ну что ж такое, что ж ты маленький такой? Вон и приманка, и приманочка чистая. И приманочка чистая, никаких зацепов. Ладно, еще раз проведем тебя. Была только что поклевочка. Сейчас покажу на кадр, на камеру. Но щучка, скорее всего, что щучка маленькая, она не засеклась, но отгрызла хвост. Я сейчас покажу. Я вот решил не менять приманку, показать вам. Вот на этом силиконе здесь должен был быть хвостик. Хвостика нет, потому что была поклевочка. И я решил, все равно брошу, может быть, как-то как пассивка, может быть, сыграет силикон. Но сделал проводку глухо, что придется сейчас поменять. Все спиннингисты прекрасно знают, как одевается на офсет силиконовая приманка. Примерно где-то здесь выйдет крючочек, поэтому вот так раз и не хочу порвать, очень нежное создание этот силикон. Вот я жало достал. Вот оно открыто, вот оно закрыто. Слышу сзади звук фрикциона конкурентов, значит, у кого-то есть рыба. Пока мы здесь переоснастились, уже кто-то поймал. Но ничего, сейчас и вы поймаете. Сегодня я использую при ловле съедобный силикон в размере 3 дюйма. Цвет этот называется шартрес, зеленый с блесточками. И приманка типа рипера и брахвоста. Вот. Активная приманочка, потому что есть здесь пяточка, хвостик. Поэтому на дне она достаточно активно играет. Это какая-то рыба вцепилась очередная. Посмотрим, гуляет. Щучка. Опять щучка. Да, вышла щука на охоту. Окуню перекрыла весь кислород. Ой, ты моя, сейчас я тебя отпущу.
Сейчас я тебя отпущу. Вот такая прелесть. Я это называю наша февральская развлекаловка. Море молчит. Ах, спасибо тебе за все. Я хотел крючок забрать. Ну вот что теперь, а? Мало того, что, пожалуйста, я тебя отпущу. Отдай. О. Такая наглючая маленькая щука. Вырастет из нее большая-большая хищная рыба. Шла. Новое место. Новые забросы. Под веточки только что бросил. Что-то было похожее на поклевку. Может быть, на дне эти ветки. Не знаю, но... Новое место, новые ощущения. А вдруг здесь клюнет? А вдруг вот сейчас сработает? И ты даже тычок, тот, который чувствуешь на дне, неважно, ты влетел там в какую-то ветку или еще во что-то. Вот как сейчас, влетел в ветку. Ну, и все. Только что оборвался, делал заброс и вогнал приманку на ветки, которые висят над каналом. 3 раза получилось. На 4-й подул ветерок. И оснасточку положила на ветки. Там никакой возможности достать не было, потому что ветки над водой. Пришлось оторвать. Но это такое дело, это рыбалка. Здесь без потерь не бывает. Но зато будет что рассказать. Вот еще одна поклевочка. Не дергайся, не дергайся. Ну вот. Монстр-фиш этого канала. И взяла очень интеллигентно за верхнюю губу на вот такой вот двуххвостый тетирочек. Поставил приманочку на окуня. Вот такой 2,3 дюйма твистерочек двуххвостый. Все-таки хочу окуня поймать. Мне крупный окунь веселее, чем вот эти шнурки. Но все равно поклевка. Я не выбираю, рыба выбирает. Поэтому очередной трофей у нас в активе. Живи! Щучка хорошая. Хорошая щучка. Хороша Маша. Да не наша. Искал окунь, оставил маленькие приманки, меньше 3 дюймов. Сейчас уже ближе к обеду, часов 11-12, окунь наотрез отказывается. Вот он проявлял себя где-то с 7, даже начало 8 до 9. А потом вышла на охоту вот эта вот мадам щука. И окунь на отказ отказывается клевать вообще ни в какую. Поэтому укрупнил приманку и пошли поклевки зубастой. Вот такая вот красавица. И в пиявках. Не стоит. Получается так, что если попадаешь ей под нос, она бросается. А вот так, чтобы она провожала, не хочет. Ну, февраль, ребята, что вы хотите? Кто-то еще на льду сидит. А мы уже по открытой воде рыбачим.
Ну и, собственно, отчет по проделанной работе. На рыбалку уже можно выезжать, вода открыта, повторюсь. Щука, окунь присутствует, окунь с утра, щука уже после рассвета, где-то спустя часик, где-то полтора, часов в 9 начинает она активно брать. И до полудня, вот как сегодня мы порыбачили, до полудня она себя активно проявляет. Хотя, когда я доставал рыбу, показывал на камеру, на щуке присутствуют пиявки. По всей видимости, она только-только начинает свое движение. Какое количество рыбы я поймал сегодня, я не считал, но около десятка, что-то вроде того. Очень много мелкой щуки, она, как вы видели, она уплыла подрастать. Хотела позвать бабушку с дедушкой, не позвала. Позвала там одну тетю с дядей. Нормально. Был окунь. Окунь был крупный, окунь был средний. Что хочется еще отметить по рыбалке. Работает силикон, если по щуке, от 3 дюймов. И весь такой прогонистый, длинненький. Веса я использовал 3-4 грамма сегодня, потому что глубина здесь достаточно большая. Здесь до 2,5 метров в канале есть. Что еще могу посоветовать? Ищите, учитывая, что сейчас лед сошел, трава везде легла, но она еще не перегнила, поэтому есть участки на канале, где очень много вот этой ряски, тины, которая забивает приманку. Ищите участки там, где твердое дно, и там, соответственно, будет стоять или окунь, или щука. Это нормально, любой спиннингист это знает. Это, опять же, я говорю не для тех рыбаков, которые зубы съели на рыбалке, которые там живут и дышат рыбалкой. Я для тех людей, которые хотят для себя открыть вот такую спиннинговую рыбалку. Те, которые любят ходить на море, но на море сейчас делать нечего. Поэтому смело берите удочки, покупайте спиннинги. Если есть у кого-то, берите силикон. Если что-то подробно надо будет объяснить, вы знаете, где меня найти. В общем, я считаю, что разведка боем удалась. Рыбу мы видели, рыбу вам показали, она клюет. С вами была программа «Трофей на море». Смотрите нас. Пока.